Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что подписываетесь, ставите лайки, обсуждаете все происходящее. Прямо сейчас со мной на связи украинский политик и адвокат Денис Немедомский. Денис, приветствую вас. Приветствую, Александр. Добрый день, друзья. Друзья, конечно, такой очень напряженный период и геополитический. Каждая, собственно, неделя, каждый там какой-то определенный период у нас определенная истерика. И все эту истерику, собственно, преподносят в выгодном себе ключе. Я хочу начать наш разговор с таких вот корней, да, того, что делает Америка сейчас. Значит, внутри проблемы шатдаун грозит, плюс смена стратегии, о которой будет собирать генералов Трамп, выступать перед ними, там со всего мира посъезжаются, о том, что предполагается, о том, что будут выходить из Европы, сокращать там присутствие. Это все глобальные тренды. Плюс, конечно, вот эта вот история с Газой, да, когда выкатили план, 20 пунктов, все очень так, на первый взгляд, очень ровно, мирно, но если углубиться в детали, находишь там определенные подвохи и, конкретную подмандатную британскую территорию с Тони Блэром, который там будет в ряду вот этих вот экспертов, так сказать, возглавлять весь процесс. Значит, вот эти глобальные вещи, которые сейчас делает Трамп, они же прямо отражаются на Украине. А у нас вот этого как-то особо не замечают, и все просто наслаждаются и упиваются тем, что ой, в очередной раз зеленка уйдет, тупик на фронте, Россия разваливается, оружие и деньги к нам хлынут рекой. Почему так происходит? Почему разрушена аналитика, да, внутри страны и сопоставление происходящего с мировыдами, глобальными трендами? Ну, еще Кант и Гегель писали о различности рассудка и разума, да? Рассудок – это возможность систематизировать информацию, то есть это тоже определенный уровень мышления. Значит, рассудок, он как раз и отвечает за то, чтобы информацию получать и по полочкам ее в голове раскладывать. Более высокая степень – это разум, который заставляет эту информацию анализировать, отдавать сомнению и после этого делать уже какие-то выводы. То есть уровень мышления разум – это возможность сомневаться, возможность задавать вопросы, возможность не соглашаться и иметь собственную точку зрения. Власть Украины очень легко использует вот поверхностное мышление, которое всеми силами прививается народу. Есть белое, назначенное белым властью, есть черное, назначенное черным властью. И вот в этом в этом и есть как бы размышления. Очень многие интеллектуалы Украины тоже, скажем так, поддались на вот эту манипуляцию, дешевую, достаточно в историческом контексте часто используемую. И вместо того, чтобы анализировать ситуацию в объеме, для того, чтобы критически подходить к тому, что заливают не только в Украине, но и, скажем так, по всему миру, и глобалисты людям в голову, достаточно просто вот белое, черное и пройдите в вольер. Таким образом люди размышляют. Безусловно, то, что происходит на Ближнем Востоке, имеет и отношение к Украине. И это глобальная смена тренда. И я повторюсь, Трамп, несмотря на свою часто меняющуюся риторику, порой скандальную, порой противоречивую, идет по тому плану, который он себе наметил и который согласовал с главными игроками. Было уже понятно и на тот момент, когда Трамп становился президентом, что решить проблему Ближнего Востока ему будет проще, чем решить проблему украинского конфликта. И если Трамп говорит, что ему казалось, что это будет быстрее в Украине сделать, то я думаю, что он, скорее всего, лукавит. Понимая, что там находится, если здесь конфликт религиозный на Ближнем Востоке, и он давно существующий, и есть ключевые игроки, которые нужно задействовать для того, чтобы одну или вторую сторону передавить, то в Украине совершенно другая ситуация. В Украине внутрицивилизационный конфликт. Не на жизнь, а на смерть убивают друг друга, сражаются бывшие братья. Поэтому то, что происходит на Ближнем Востоке, как раз и свидетельствует о том, что Трамп оставил мирный трек в Украине, скажем так, отложил на неопределенное время и занялся более релевантным, более достижимым мирным треком на Ближнем Востоке.
есть более слабое звено в этом переговорном треке Хамас, есть влияние на Израиль прямое от Трампа. И самое главное, чего добился Трамп. Почему, скажем так, говорят о прорыве. Не скажу, что это условия, которые новые. То есть, эта позиция однозначно ближе к позиции Израиля. Несмотря на завуалированные моменты о том, что там Израиль из Газа уйдет, не будет аннексировать Вестбанк, а фактически то, чего добивался Хамас. Но с другой стороны, там заложены условия, что Хамас должен разоружиться, покинуть Газу и всяческий контроль передать не палестинским структурам. А когда-то в далеком будущем, когда палестинская администрация, там бла-бла-бла, тогда ей передадут контроль. Самое главное, чего добился Трамп, это консенсуса с арабским миром. Обратите внимание, какие страны одобрили план Трампа, включая ядерный Пакистан, Саудовскую Аравию, Бахрейн. Нету, скажем, только согласия таких стран, как, по большому счету, Иран, который еще зализывает раны после 12-летней войны. И его мнение было бы очень важным до 12-летней войны. И он мог заблокировать любой процесс. Но на сегодняшний момент он такими возможностями не обладает после поражения в 12-дневной войне. Поэтому Трамп собрал консенсус в принципе лояльных американцам арабских стран, включая Катар. Не забываем, что он, скажем так, передавил Нетаньяху, что тот принес публичные извинения Катару за бомбардировку в Дохе. Поэтому Украина оказалась на задворках сейчас геополитики, большой, глобальной, крупной геополитики. И Трамп придерживается своего слова: я даю возможность вам показать, что вы действительно побеждаете, отлично. Я тогда пошел, я тогда здесь не нужен. Мой мирный трек здесь не нужен, потому что вы и так побеждаете. Вы скоро Москву возьмете. Поэтому как бы я с вами. Ну, это же бред, Денис. Геополитика и не является, скажем, чем-то таким, что совершенно логично. Все, что происходит в геополитике, оно абсолютно нелогично. И логично только одно: право сильного и столкновение цивилизаций. Каждая цивилизация считает необходимым защитить свои собственные интересы, столкнув цивилизации другие, а лучше засадив внутренний конфликт в какой-то враждебной цивилизации. То, чем успешно всегда занимались американцы, вне зависимости от того, республиканцы там были при власти или демократы. И по большому счету, несмотря на миротворческую риторику Трампа и Венса по Украине, они совсем не возражают, чтобы украинцы и русские дальше продолжали убивать друг друга. Потому что это высший пилотаж геополитики. Засадить в чужой цивилизации, враждебной цивилизации, внутренний конфликт. Кровавый внутренний конфликт на уничтожение. Цинично, да. Бесчеловечно, да. Ну, вот. О каких ценностях, о какой логике мы говорим? Логика одна: победа сильного, доминирование одной цивилизации над другим. Шатдаун сильно попортит нервы Трампа в этот период? Нет, неоднократно уже шатдаун и при Байдене был. Это периодическая ситуация, когда обе политические партии и в самих партиях группы влияния выбивают себе преференции для того, чтобы принять бюджет, как говорится, из потока сделать глоток. Поэтому эта ситуация для американского парламента не новая. И как и в прошлые разы, тоже договорятся, и каждый получит свой кусок печеньки, и бюджет будет принят. Ну, смотрите, тут же такой момент. Ведь бюджетирование и деньги, да, мы не забываем. Просто все как-то, знаете, новость прошла, и все забыли. У Трампа же рекордный военный бюджет. И сегодняшняя новая стратегия Пентагона, которая как бы подразумевает сокращение войск в Европе, это опять ложится в логику: ну, вы такие сильные, вы такие мощные, как бы занимайтесь, у меня есть чем заняться. Немного выглядит такой определенный перекос. Ну, то есть, если Америка будет условно, гипотетически, закончила войну на Ближнем Востоке, там, с Венесуэлой вот это все, скажем так, погрозили
потопили там несколько суден, Мадуро говорит, давайте я вам отдам этих наркоторговцев, только отстаньте, но они там, как бы, ситуация в подвешенном состоянии находится достаточно, то куда тогда этот триллионный бюджет, да? Какая вообще тогда стратегия геополитическая, исходя из использования или, ну, планирования, да, военной силы? Называется Китай как, ну, скажем, противовес или там противник, да, там человек думает, что все-таки вот будет война с Китаем, получается. Здесь очень странное, например, стратегирование, точнее как, оно-то может и не странное, но выглядит достаточно тревожно на фоне условно заканчивающейся войны на Ближнем Востоке, оставления Европы и Украины. Так а куда тогда приложит силы гегемон? Ну, гегемон, бюджет, военный бюджет гегемона при всех президентах, он всегда был глобально больше всех бюджетов других стран для армии. И Трамп думает по принципу «хочешь мира, готовься к войне». Куда потратить деньги, безусловно, он найдет, и не зря он заставляет других союзников по НАТО увеличивать военные бюджеты, поднимая их до 5% ВВП. Проблема Трампа в том, что на сегодняшний момент он понял, что у него нет мощных союзников, с которыми он может выстраивать, если не однополярный, уже об однополярном мире речь не идет, но хотя бы биполярный, в котором он будет говорить с позиции сил. Почему Трамп идет на переговоры и уступки Китаю? Почему была аляскинская встреча с РФ? Потому что у него нет союзников. Потому что у него тяжелая ситуация внутри страны, где не менее для него тяжелая ситуация, поскольку демократы за 15 лет выстроили свою собственную Америку. Америка, в которой левый социалист арабского происхождения, мусульманин, радикал становится мэром самого большого, не самого большого, самого, скажем так, богатого города мира, самого известного, самого популярного, путем демократических выборов. На внешней арене рядом с ним находятся страны, которые по сути являются его идеологические противники. Не страны, а их лидеры. То есть глобалисты остались во главе Евросоюза, во главе Великобритании, во главе Франции, Германии, то есть и скандинавские страны тоже и же с ним. Плюс Канада, плюс Австралия. То есть те страны, которые традиционно были союзниками Америки в военном и экономическом плане, они на сегодняшний момент его идеологические противники. Сила Америки – это доллар и армия. И то, и другое сейчас находится под вопросом, и то, и другое находится под ревизией. И Трамп прекрасно понимает, что одно без другого не сможет существовать. Доллар, когда упадет, Америка не сможет такие бюджеты тратить на армию. Если армия перестанет выполнять свою роль поддержки доллара, то и доллар очень быстро снесут. Отсюда его стратегия экономии бюджета. Отсюда его стратегия закрытия программ по всему миру, которые разливали американские деньги. Отсюда его стратегия перевозки бизнесов и крупных предприятий мировых в Америку. И плюс сюда новые рабочие места для того, чтобы Америка зарабатывала внутри себя, имея рынок в 340 миллионов. В принципе, добавив туда Канаду и Гренландию как территорию, Трамп решил свои внутренние вопросы. Создал свой отдельный американский мир, отдельный американский рынок, экономику полностью закрытую, способную к самовыживанию, несмотря что бы ни происходило на мировых рынках. Именно поэтому стратегия Трампа очень понятна. Это усиление армии и усиление доллара. Трамп ожидает, что он сможет удержать большинство в Конгрессе. И, соответственно, он дождется того времени, а это время уже недалеко, когда начнутся тектонические сдвиги в политических процессах Европы. И когда в Европе придут к власти его союзники, идеологические, понятийные, тогда он сможет сформировать новый западный мир,
который будет дееспособен, который будет иметь возможность решать все поставленные задачи и который будет разговаривать с иными цивилизациями, если не с позиции доминирования, ну хотя бы на равных позициях, позиции сил. Перенесемся в Украину и к украинским деньгам. Значит, Ермак публикует пост, вот эта вот инициатива ПУРЛ, да, которая сейчас у всех на устах, она с августа месяца работает. В общем, он привел статистику, какие страны вкладывают, мол, спасибо вам за то, что там помогаете, обеспечиваете оружием. Интересно, что в этом фонде 2 миллиарда. Как было, так и есть. То есть за месяц ничего не изменилось. Как было 2 миллиарда, так они и есть. Это Ермак выставляет как за великую победу. Но получается, что как там они не трубят об этой инициативе, когда все скидываются на оружие Украине, ну вот эти страны, участники, ну, собственно, мы не видим, что растет количество взносов. Вместе с этим гуляет информация, ну, она как бы доступная, да, в прессе, что Зеленский просит 90 миллиардов на оружие. И причем там, у Америки, мол, давайте 90 миллиардов, давайте американского оружия на эти деньги. Я немного, ну вот смотрите, немного пытаюсь разобраться, вот эти миллиарды, вот эти счетчики, да, которые там Украина претендует на это количество оружия, ведь это же все как бы так на бумаге, бутафорски. Ну, конкретно мы видим только опять обещания и цифры, которые там репарационный кредит 120 миллиардов от Европы, мол, после войны, когда Россия будет платить репарации, отдадите, вот такая инициатива, например. То есть конкретики, получается, нет. Но нам активно продают, что вот смотрите, нескончаемым потоком уже опять этот ручеек струится в сторону Украины, и теперь, ох, как повоюем. Так нет этих 120 миллиардов. Зеленский же что говорил? Или я закончу войну до конца этого года, или 120 миллиардов на следующий год мне нужно. 60 это бюджет Украины. Миллиардов как-то нет. Оружие, ну, какое-то идет, но это не те объемы, которые там на следующий год нам призваны обеспечивать войну. То есть конкретно есть только такие разговоры и громкие какие-то лозунги, слайды и плакаты. Но слайдами и плакатами не повоюешь. Вместе с этим такие достаточно бравурные, такие, бравада такая звучит, заявление вот там, того же Зеленского, от Сибиги, который говорит, нет на территории России безопасного места со вчерашнего дня. То есть, чем подкреплены вот эти все заявления, и действительно ли, ну, сейчас Украина пойдет в жесткое Рубилово? Хорошо, пойдет. А с чем? Топор вообще дали? Рукоятку привинтили к этому топору? Ну, как правило, в авторитарных странах, чем тяжелее ситуация на фронте, тем громче пропаганда. И на фронте каждый день из украинских пабликов достаточно объективная информация Deep State дает, что мы отступаем и теряем все время новые и новые населенные пункты. Поэтому говорить это одно, и совершенно другое иметь на руках. И проблема-то, по большому счету, сейчас уже не столько в оружии. Украина даже говорит о том, что мы будем экспортировать оружие. Возможно, уже куда-то экспортируют. То есть, если у тебя недостаток, а ты экспортируешь оружие, то это говорит о том, что ну, не в оружии дело. Безусловно, дело в мотивации и дело в человеческом ресурсе. Давным-давно закончились добровольцы. Люди, которыми пополняют, это людей, которые поймали, и, соответственно, у них такая мотивация. Уровень в процентном соотношении СЗЧ это катастрофически. Вы не можете убедить людей, что это проблема их. И то, что говорится там на марафоне, что вот, мол, если вы сейчас не пойдете, то придут к вам, к вашим детям, к вашим женам. Люди в это уже не верят. Не проходит такая мотивация. Люди видят, что происходит с бюджетами, что происходит на местах. То, что Ермак гордится тем, что 2 миллиарда еще остались в фонде. Ну так, наверное, есть чем гордиться. Еще не украли эти 2 миллиарда. Это уже большое достижение. Посему то, что озвучивается публично, и то, что мы видим на земле, поскольку
пока разница такая разительная, то не совпадают совсем заявленные цели, заявленные ресурсы с теми, что есть на самом деле, то ситуация не будет улучшаться. В дипломатическом плане вы можете добиться чего угодно, вас похлопают по плечу, скажут: молодец, давай занимайся, но это не изменит ситуацию на фронте. Изменит ситуацию на фронте реально вмешательство других стран, которые будут готовы отправить до полумиллиона своих солдат. Вот это может изменить ситуацию. Поскольку такое не предвидится и никаких предпосылок для этого нет, а процессы, наоборот, совершенно обратные. Если Соединенные Штаты собираются сокращать свои контингенты в Европе и выводить из Восточной Европы, то ни о каком восстановлении паритета на фронте говорить не приходится. Оружие само по себе не воюет. Понимаете, тут какая-то вот все равно кроется загадка. А в чем тогда причина того, что Москва молчит? Москву все устраивает. Москву все устраивает. Они услышали от Трампа, что они хотели услышать. Несмотря, я повторюсь, на некоторые провокационные высказывания администрации Трампа, самого Трампа, Венса, на самом деле смотрим за руками, а не языком. И крылатые ракеты – это, безусловно, красная черта, красная линия в договорах между США и Россией, и помогающими и Китаю. И поэтому дальше разговора ничего не пойдет. Сама западная пресса, я почитал и западную прессу, и они очень скептично относятся к тому, что Соединенные Штаты передадут крылатые ракеты. Но даже при передаче крылатых ракет она эскалацию увеличит, но кардинально не изменит ситуацию. У России тоже есть средства дальнего поражения, и пока не наносятся удары по центрам принятия решений. То есть эскалация с одной стороны обязательно повлечет за собой эскалацию с другой стороны. Тем более, что у России эти средства есть. А я думаю, что если пойдут томагавки, то и Китай начнет поставлять свои ракеты для России. То есть это будет действительно очень опасная эскалация. То, от чего сам Трамп предостерегал в своей предвыборной кампании, постоянно говорил, критикуя Байдена, и говорит сейчас. Поэтому Россию все устраивает. Россия сдержана в своих комментариях именно потому, что она не нервничает и понимает, что то, что согласовано, то и происходит. Понимаете, тут это порождает разного рода домыслы, а что же происходит. Значит, что мы видим в контексте вот этого, скажем, в контексте перспектив? Мы видим 5 часов Лукашенко сидит у Путина, выходит с заявлениями о том, что есть что-то на столе, Зеленский, давай встретимся. И что-то не просто что-то, а что-то хорошее, потому что если не встретимся, мы вернемся и откинемся к началу СВО, это цитата Лукашенко. Дальше он приезжает в Беларусь, говорит своим людям, гражданам о том, что, в общем, рвут по кускам, душат, такая богатая Россия, надо выживать, и поэтому, может, и на наш век войны, на белорусский век, имеется в виду на это поколение, тоже припадет. Сопоставляя вот это с ситуацией на земле, очередной удар по Черниговской области. Кстати, это ведь очень важно. Черниговская область, она же так не отрабатывалась конкретно. Ну вот, до этого момента. Получается, нет ли вообще задумки и условной договоренности между Трампом и Путиным включить Беларусь в войну, решить свои какие-то территориальные, военно-политические задачи. Ну а дальше все четко знают, что Трамп будет только говорить, но, в общем, не будет принимать в этом участие. Европа, скажем так, поднимет хай, покричит, спрячется в норку, ну и, собственно, война и закончится. Нет ли в этом такой перспективы? Потому что, простите, но, конечно, можно слышать Зеленского, и как он там комментирует о том, что деды, там, да, как это, 2 деда по-стариковски сидят, говорят.
но включение в активную, я подчеркиваю, активную линию фронта, границу с Беларуси, это уничтожение Украины. Все прекрасно понимают, что даже без каких-то там продвижений, но бои вот там на севере, это означает парализация полностью страны, и, условно, всем надо переезжать во Львов и сидеть только там. Нет, Белоруссия, точнее, не будет вступать в войну и вступит в войну только в том случае, если подключатся другие страны. Если другие страны на стороне Украины вступят в войну и будет реальная угроза, скажем, поражения России, то в этом случае Беларусь вступит в войну. На этой стадии, несмотря на то, что север сейчас не так защищен и там нет такого достаточного количества войск, с другой стороны, в Беларуси это тоже там не сверхармия. Там в районе 40-50 тысяч активных солдат, контингента, который как бы в той или иной степени боеспособен, но как бы и не воевал давно. Никогда не воевал. Вот. Учение это одно, война это другое. И бросать такой актив сейчас в топку войны для того же Путина нет смысла. Потому что у них и так их задачи решаются, как бы уровень давления возрастает, и им не нужно этого делать. То есть ему проще для решения определенных задач привлечь там тех же солдат Северной Кореи, чем включать такой актив, как Беларусь. И я думаю, что и Уитков, и Трамп с Лукашенко пришли к тому, что этого не произойдет. То Беларусь будет занимать, если не отстраненную роль, то во всяком случае не активную в этом конфликте. Это выгодно и для России, потому что есть союзник, который находится формально вне войны. Это и выгодно и Соединенным Штатам, чтобы конфликт не растекался на новые территории. Беларусь занимает достаточно сдержанную позицию в последнее время и самую разумную. Они понимают, что внутренний конфликт цивилизации это трагедия, и они на сегодняшний момент являются главным хранителем вот этого внутрицивилизационного мира. И, возможно, именно в Минске будет и разрешен окончательно этот внутрицивилизационный конфликт. Поляки пестрят новостями. Во-первых, заявления там такие мощные. Туск говорит, с Украиной будем до конца, мы там не позволим, чтобы Украина потеряла независимость. Варшавская конференция безопасности была, там Зеленский включался, собственно, там он говорил про этих дедов. Но Навроцкий инициирует запрет бандеровской идеологии, прям законодательный, уголовное преследование за это. И проводится очень интересная политика, которая сейчас становится новым трендом. Значит, чтобы стать поляком, нужно теперь будет 10 лет. То есть это серьезно. И подается под 10 лет проживания, имеется в виду, и там нахождение, ассимиляция. И это все почему тренд? Потому что в Британии тоже, да, точно так же. То есть все ужесточается, там пересматриваются определенные там моменты с этой натурализацией, и опять встает вопрос об украинцах за рубежом. По поводу там идеологии, возможно, вы скажетесь отдельно, что это означает для украинского национального мифа, который выставляется транспарантом впереди идущих войск и вот этой всей идеологии, да, там, воюй или умри, умри или воюй, вот эти все, скажем так, словеса. Меня интересует еще такой момент. Украина же вводит автоматический учет с 25 до 60, если даже там каким-то образом мужчина не побывал в военкомате ни физически, ни виртуально, за него это сделают. Через банк, через все. Все реестры подключат. Выехавшие считались до недавнего времени мужчины, такими, знаете, повезло. Некоторые переплывали Тису, незаконно это делали. Некоторые... Получается, что ввиду этого нового законодательства, тут уже
как профессионалу, как юристу вопрос, ну, все станут под колпаком. Все те, кто находятся, неважно где, за пределами или на территории Украины. То есть Зеленский внедряет эту практику, да, и как бы исполняет вот этот миф о том, что воевать будут все без исключения, и будут доставать в том числе со стран Европы. Как вы думаете, в этом такая долгосрочная стратегия? И когда я говорю долгосрочная, какой ее срок? Долгосрочная стратегия быть не может, потому что это стратегия выживания. День простоять, ночь продержаться. Вся стратегия складывается к тому, чтобы э, накопить дров для того, чтобы подбросить их еще в костер войны. Потому что и Костенко, этот представитель «Голоса», глава комитета по нацбезопасности и обороне, уже заявил о том, что если даже война и закончится, ж никто никуда никого не выпустит. И мобилизация не остановится. То есть кто в своем как бы здравом уме отдаст такой объем власти? Кто допустит возвращение каких-то демократических механизмов, если у тебя в руках абсолютная власть? Если твоему клану, твоему политическому силу подчиняются все процессы, и внутренние, и внешние, на которые может влиять Украина. И на самом деле, да, не очень умный человек, который об этом говорит вслух заранее, но тем не менее, это глаз вот правящего клана, что никто такого объема власти не отдаст. И даже если выборы какие-то мы вам будем организовывать, они будут все проходить под эгидой закрытых границ, под эгидой борьбы с политическими оппонентами, под эгидой мобилизации в случае чего, если кто-то там сильно умный. То есть они выстраивают свою стратегию выживания, в которой война не может закончиться. А даже если перестанет действовать активная фаза, то, соответственно, это не говорит о том, что какие-то права и свободы будут возвращены. Вот как в скотный двор, да, как свиньи говорили о том, что, товарищи, главная дисциплина, что смелость это еще как бы далеко не все. Главная дисциплина, потому что если что, как бы мы чуть-чуть расслабимся, и враги нас одолеют. Никто же не хочет возвращения Джонса, Януковича. Пускай у нас не будет прав и свобод, пускай у нас будет перманентная война, пускай у нас будет разрушена экономика. Но главное, чтобы Янукович не вернулся. Вот это, я не могу это назвать стратегией. Это тактика выживания сегодняшнего дня. Здесь нет глобального целеполагания, какой-то стратегии, потому что стратегия предусматривает всегда развитие. То есть то, что народ, государство могут принести не только себе, а им и другому миру. Как есть такое выражение «про что ты?», вот про что наше государство. А тут мы переходим ко второму вопросу. Украинский проект сегодняшнего дня, националистический, он конфронтационен. И поэтому у нас постоянные конфликты с нашими соседями. Особенно с Польшей, потому что Польша, по большому счету, тоже достаточно националистическая страна. И для нее вопросы Украины – это тоже болевые точки. Проглобалистический, скажем так, Туск, ему интересы Польши, по большому счету, не важны как государства, как народа. Он представитель глобальных структур, финансируется ими, воспитывался ими. И, соответственно, для него Польша важна только как звено в глобалистическом мире. Навроцкий другое дело. Навроцкий действительно это правый польский политик. А для правых польских политиков это всегда будет болевая точка взаимоотношения с Украиной, Волынская резня, УПА и тому подобное. Пока эти оба проекта существуют рядом, они не могут быть неконфронтационными. Потому что сама суть не разрешить эту проблему, не сесть за стол переговоров, не сформировать рабочие группы, которые исторически придут к каким-то общим компромиссам и создать, которые приведут к общему прощению между народами, тогда не будет интересен никому этот проект. Потому что конфронтационный проект живет только от конфронтации.
Когда наступает компромисс, он распадается, он теряет свою сущность. Именно поэтому никогда, пока существует Украина в ее нынешнем политическом состоянии, э, в ее общественном состоянии, не будет разрешен конфликт с Польшей. Когда есть общий враг, это Россия, они каким-то образом будут сближаться. Но о союзничестве не может быть и речи, пока есть такие непреодолимые конфликты. Денис, ну, ладно, Польша. Так а с Венгрией что? Сейчас вовсю. Financial Times, кстати, пишет о том, что планируют как-то там кручу-верчу, обмануть хочу. Короче, сделать так, чтобы, ну, в общем, вот эти кластеры по вступлению в ЕС как-то приоткрывались, но не нужно было голосов всех членов ЕС. Ну, вот как-то вот, надо как-то вот хитро, чтобы вроде как и соблюсти ценности, и чтобы все осталось, но чтобы у таких стран, как Венгрия, не спрашивать, да, вступает или не вступает страна, та или иная, там, новый член в Евросоюз. Это касается Украины и Молдовы, прежде всего, отмечает издание. Примечательно, что Словакия, например, да, исторически же на самом деле парламент Словакии принял, и об этом как-то так молчат, тихонько в тряпочку, ну, документ-то исторический, законодательный акт, что национальное законодательство выше, чем ну, европейские директивы, Еврокомиссии и там уставы Союза. Это важно, потому что Словакия как бы показывает дорогу другим странам, да, на фоне меняющегося политического ландшафта там или в той или иной стране. Ну а с венграми прям какая-то такая заруба дикая. Уже и Орбан пишет: «Отстань от меня, Зеленский, хватит меня преследовать». Выходит и говорит, что, ребята, вы понимаете, что Украина, ну, это страна-содержанка, что вот только прикроется краник оружия и денег, да, то все, это абсолютно не субъект. И они не субъектные, получается, нами диктуют. Вот этот хвост, который виляет, собственно, слева направо. Что вы думаете по поводу перспектив, скажем так, вот такого, ну, такой реконструкции Европы? И на самом деле, а в чем суть? Вот сейчас же уже даже все нити потеряли, да? Нити потеряли там конфликта Венгрии и Украины. Дроны залетают. Ну, такая какая-то дикая история происходит между Киевом и столицей Венгрии. Как юрист, значит, прежде всего хочу отметить, что в этом и есть глобальное противоречие между национальными государствами, особенно возглавляемыми правыми политиками, и Евросоюзом, как глобалистической структурой. Сам смысл нынешнего Евросоюза – это превратить национальные государства в послушных субъектов. Вот как субъекты какой вот конфедерации или федерации, для которых столицей является Брюссель. Не Варшава, не Будапешт, не Братислава, а именно Брюссель. В 2000-х была разработана и принята международная правовая доктрина дружественного отношения к международному праву. То есть оно как бы зиждется на всеобщих ценностях: право прежде всего, гражданин, права, интересы прежде всего. Но на самом деле и подавалось это как возможность контролировать демократическим центром некоторые недемократические отклонения в национальных государствах. По этой практике очень как бы плотно шел Европейский суд по правам человека, и, соответственно, это было интегрировано в национальные законодательства, судебную практику стран-членов. Ну и Украина тоже присоединилась, приняла свой закон по этому поводу. То есть фактически это говорит о том, что все вопросы будут решаться центральными органами, национальными государствами. То есть это был такой подкоп под общий принцип Европейского Союза, что это не союз, как Советский Союз, это не федерация, это сообщество стран, национальных государств, которые делегируют часть полномочий для того, чтобы жить в общем пространстве общими ценностями. Но вопрос внутренней кухни,
должен решаться странами-членами. Именно в этом есть конфликт на сегодняшний день между Брюсселем и Будапештом и Братиславой, в первую очередь. Братислава приняла закон, который на самом деле, он, ну, как не закон, он исходит из конституции каждого государства. То конституция каждого государства – это высший, это основной закон, имеющий высшую силу. И все международные соглашения не могут заключаться в обход конституции или в противоречие. То есть, если принимается какой-то закон Евросоюзом, то он не может противоречить конституции национального государства, или парламент не должен его ратифицировать. Евросоюз обходит это путем санкций, задерживая деньги, которые должны поступить для развития этих государств. То есть, включает принуждение. И на сегодняшний момент мы наблюдаем глубочайший кризис. И это не просто кризис, потому что Орбан упоротый или там Фица пророссийский. Это конфликт национальных государств с центром, с Евросоюзом. Если такие страны, как Франция, как Германия, сейчас являются, их руководство является глобалистами, то их, соответственно, устраивает, они дуют в одну дудку с Брюсселем. Орбан и Фица из другой категории. Именно поэтому их это не устраивает. Они не хотят, чтобы вопросы венгров, вопросы словаков решались без венгров и без словаков. Принятие Украины в том состоянии, в котором она сейчас, подорвет основы Евросоюза. И само вступление Украины в Евросоюз, который наступил на горло собственным принципам, допустил страну с отсутствующими демократическими принципами и ценностями внутрь себя, а это значит, что эта страна, которая вступает, она такая же, как и все остальные, ценности точно такие же, и значит все такие же. Это ставит точку в существовании Евросоюза в том виде, в котором он создавался, в котором он планировался. И это будет уже совсем другая организация, где единоначалие и единогласие уже не имеют значения. То есть это по сути будет Советский Союз, только европейского в Европе. Поэтому они сопротивляются. Они понимают, что, во-первых, время глобалистов прошло. Что они являются союзниками Трампа, который прямо их называет своими друзьями, прямо их поддерживает. И в тех странах, которые сейчас правят глобалисты, и их антирейтинги не дадут им возможность дальше продолжать свою политическую жизнь. Если, допустим, можно цирк устроить в избирательный в Румынии и в Молдове, то такой номер не пройдет во Франции, в Великобритании и в Германии. Потому что там реально люди выйдут на улицу и нахрен снесут эту власть. И той силы у них нет уже. Для того, чтобы в чужом государстве устроить заварушку они могут. А собственно справиться нет. Сапожники без сапог. Если резюмировать, и, ну вот, опять там Урсула выделяет 2 миллиарда на дроны. И вообще эти, конечно, дроны сейчас... Мне очень понравилась параллель с пандемией, да, когда... Но опять-таки никто их не видит. То есть сказать, что они там что-то атакуют, ну, что реальная угроза, да, там показать последствия, атака, там что-то такое или там что-то эдакое, никто ничего не показывает, наоборот, говорят все. Ну, в общем, такая пандемия дронов запущена сейчас в общество через прессу, все, в общем, рассуждают на тему, а чего сбивать, а чего не сбивать, причем вроде как надо сбивать, если чего-то пролетает над территорией Евросоюза. Ну, дроны, да, а самолеты, там уже надо подумать. В общем, вот таким наполняется эфир. Это исключительно для того, чтобы выбивать вот эти деньги, очередные там финансирования, дотации на эту всю, скажем так, историю. Но планы запугивать европейцев войной, они многими кажутся как, ну, такие преступные, да? Ну, мол, это все нельзя так делать. Это... А если так посмотреть и немножко, ну, как бы оттолкнуться от сказанного вами выше, да? Так а по-другому ты не усадишь всех в это стойло, не загонишь. По-другому не получается. Получается, что вот этой евробюрократии, короче, Урсуле нужен этот фактор, этот внешний враг.
Урсуле нужна угроза со стороны России, вот это раздуто. Ей нужны вот эти проекты многомиллиардные, стена дронов, перевооружение, вот это все, для того, чтобы сохранить, собственно, какую-то связность вот этого Евросоюза. Иначе все развалится и просто как вот песок сквозь пальцы посыпется. Соответственно, в какой-то, ну это же тоже потребность, да, это же растет, да, потребность. В какой-то момент X мы станем свидетелями казуса Бейли. Ну, то ли какое-то судно не пропустят, ну, блокирование флота в Балтийском море, это тоже казус Бейли. То ли какой-то, не знаю, там собьют чего-нибудь не то, да, или, например, чего-то собьют, или кто-то что-то куда-то прилетит, попадет, какая-нибудь ракета, выпущенная из F-16, как в Польше была, разбила хату, потому что, ну, наведение не сработало, скажут, что это русские, и, собственно, тогда, ну, нужно будет идти по этому пути. Насколько вероятен этот сценарий, как вам кажется? Драндемия, да, такая? Ну, это ж почерк глобалистов. То есть, пандемия, драндемия, БЛМ, то есть, ВОК. Они специально создают такие глобальные проблемы, катастрофы для того, чтобы, скажем, объединить, условно, западный мир перед глобальной угрозой. России невыгодна эта ситуация с запуском дронов, то есть кто-то там ищет, что им там надо запугать Европу. Им это на сегодняшний момент не нужно абсолютно. Для того, чтобы решиться сбивать самолеты, это, в котором находятся живые люди, скажем, пилоты, для этого нужно иметь очень большую уверенность в том, что при эскалации конфликта ты как минимум можешь удержать паритет. А учитывая, скажем, позицию Соединенных Штатов, это будет как бы себе дороже. Потому что вот как стремились Финляндия и Швеция в НАТО, вот они в НАТО оказались. Прибалтика всегда чувствовала себя, что в НАТО как за каменной стеной. А вот сейчас вот резко оказалось, что уже нет такой каменной стены. Уже и оценки стали осторожны. Причем Лавров, так я думаю, что довольно так толерантно высказался, залетают на вашу территорию, там дроны, там сбивайте. Если над нашей территорией, как бы, ну, пожалей. То есть, здесь тоже не было бравады, что наша там, ну, и залетела, и типа делаем, что хотим. Нет. То есть, уважение к национальным границам и очень сдержанная риторика. Последнее время, да, вы правильно обратили внимание, у Москвы очень сдержанная риторика. То есть, она не является там какой-то пораженческой, но тем не менее, она очень взвешена. И Ступ, и Прибалты, и поляки уже достаточно к этой ситуации относятся, почувствовав, что война, которая находится в Украине, которую они всячески поддерживали, может перешагнуть границы, оказаться на их собственной территории, стали гораздо более осторожны в собственных оценках. Война закончится до конца года, как вам кажется? Никаких для этого предпосылок нет. Что-то глобальное совсем должно произойти для того, чтобы этот сценарий стал реальным. На сегодняшний момент позиции сторон слишком радикально отличаются. Нет объединяющего какого-то фактора, который мог бы переломить враждебный тренд. Но, возможно, эти факторы уже где-то зародились. Возможно, эти предпосылки создаются. Потому что ну, война уже не модна, скажем так. Она уже не в тренде. И те, кто пытаются раздуть пожар, они борются уже со стихией. Стихия задувает, а они с последних сил раздувают. Но рано или поздно природа победит. Денис Неведомский был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за время и мысли. Спасибо, Александр. Всего доброго, друзья. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Поставьте лайки, напишите, что думаете в комментариях. Берегите себя и друг друга. Увидимся.